Привет, дорогие друзья! Вы на канале «Яхты на колесах». Меня зовут Антон, а мы в Дюссельдорф, Германия, караван-салон Дюссельдорф. И мы обещали вам показывать что-то необычное, интересное и не обязательно сильно дорогое. И поэтому мы нашли максимально подходящее под это описание УАЗ-Буханка. Это совместно российский проект с немецкой компанией. Много здесь установлено дополнительного и уже адаптированного для Германии, в том числе стоит двигатель, вернее он переработан под стандарт Евро-6. И давайте посмотрим, что там внутри. По традиции мы сразу зашли внутрь, потому что на самом деле снаружи буханку вы все видели и знаете, а внутри здесь максимально что-то появилось необычное и интересное. Сразу вижу вот эти шкафчики, знакомые нам ручечки. Здесь спрятано дополнительное оборудование внизу. В первую очередь вижу здесь необычный насос. Установили пневмоподвеску, такую причем раздельную, то есть каждое колесо отдельно работает и может выравниваться и амортизироваться. То есть это полноценно прокачанный по этим моментам проект. Дальше здесь есть, вот тут стоит аккумулятор. Кстати, хочу отметить, что стенд Active, на котором находится буханка, то есть пока что это выставлено на чужом стенде, электрика. Поставили солнечную батарею, вот этот пульт аккумулятора, европейская компания Active, которая занималась этим проектом, помогала сделать всю вот эту электронику. Столик вот таким образом выдвигается, и очень классно, плавно все это с доводчиками вот так вот раз, само уезжает и фиксируется. Здесь еще шкафчик, здесь у нас спряталась вода. Хочу отметить, что проект еще находится в работе, то есть он не закончен. Например, вот здесь уже установили модуль с раковиной. И, как нам сказали, можно, допустим, вытащить шланг в окно, он достаточно длинный, и использовать как душ на улице. Но это такая вот история для таких венов. Дальше мы открываем вот так раз. Здесь должна быть кухня. Ее тоже не успели просто к этой выставке закончить. Здесь, по идее, будет какой-то кухонный модуль. Над моей головой очень много пространства, потому что здесь есть вот эта крыша, которая поднимается вверх, и таким образом у нас получается еще дополнительная кровать. Опускаемая крыша, кровать здесь, это все может быть опционально, то есть стоимость этой истории стартует от 20 тысяч евро, и вот этот экземпляр, который мы с вами смотрим, он 40 тысяч евро. Крыша, например, и кровать здесь обходятся там что-то в районе 6. Ну, соответственно, все это очень индивидуально и по-разному, потому что зависит от того, что вы захотите выбрать. То есть это не совсем уже российский автомобиль, хотя здесь Русью пахнет. То есть вся вот эта вот российская резина, вот эта история максимально прямо здесь вызывает чувство ностальгии в Германии, когда ты чувствуешь этот запах. Но при этом сидеть здесь очень удобно, установлены классные кресла, все это доработано. Здесь у нас такой шкафчик. Что у нас в шкафчике? В шкафчике установлены тоже части электрики, то есть трансформатор, который делает 220 вольт, инвертор и гардероб одновременно здесь совмещены в таком небольшом шкафчике. Ну, то есть хочу отметить, что, конечно, это же буханка, это очень маленькая машина, но при этом 4 спальных места разместилось. В задней части у нас вот такая кровать. Здесь, кстати, что-то еще выдвигается, трансформируется. Наверное, сиденье надо как-то сложить. Не хочу сейчас долго это крутить, потому что мы так быстро смотрим. Матраса одного не хватает, он наверху где-то у нас здесь убран. То есть у нас 2 спальных места получается в задней части и 2 спальных места наверху. 4 спальных места в буханке. И раскладная крыша палатки, как вот мы привыкли, подъемная бывает вот так, а здесь целиком вся она поднимается на вот таких вот ножницах. Выключатели здесь свет у нас вот такой привычный нам, который мы часто видим в домах, например, от Adria. 220 вольт розетка, USB-порты и даже вот светодиодная подсветка здесь раз, два установлена на потолке. И в задней части еще светильник. Кровать на вот таких вот опорах, вот здесь можно видеть такой штыречек, которым фиксируется. То есть она может, в принципе, быть почти во всю длину. Главное, чтобы вам осталось место, как заползти сюда.
Хотя вижу молнию по краю, теоретически, наверное, можно отстегнуть и даже как-то снаружи сюда на эту кровать запрыгнуть. В общем, это все очень гибко, варьируемо, при этом взято лучшее что-то, что можно было почерпнуть из автодомов, наверное, от Адри или где-то, и как-то встроено, интегрировано в УАЗ. Напоминаю, это все еще как бы отчасти прототип, то есть она до сих пор... Эта машина собрана под заказ, она продается, но здесь много еще не доработано. Еще будут ребята работать, делать, что-то добавлять. Например, вот эту дверь я не могу зафиксировать, пока что она не доходит до фиксатора, не дает запасное колесо. Но при этом стоит огромная запаска, которая сзади. Буду стоять вот так, придерживать. Кровать в задней части сделана достаточно качественно, круто. Это все по-немецки выглядит в целом. Хотя матраса не хватает, честно говоря, прям по-русски. Но он там где-то наверху спрятался на второй кровати. Из вот таких составных частей это сделано. Немножко это, конечно, странно, но обусловлено тем, что у нас это подъемная часть. Вот на газлифтах все очень легко поднимается. И вот у нас как бы основной багажник здесь. Для хранения вещей УАЗ. Флажок заберу с собой на память. А вот, кстати, тут как раз-таки прайс по опциям, то есть вот мы можем видеть, что 4990 у нас, например, стоит подъемная крыша, а 1000 евро это обходится вот эта сборная сама кровать. Таким образом, там, допустим, 6 получается вот эта вся верхняя история. Давайте посмотрим кабину. На пассажирском месте есть ручка с этой стороны, а на водительском, видимо, вот так за руль мы беремся, раз, и запрыгиваем внутрь. Узнаю здесь буханку, стандартная история, и вот сейчас будет звук тоже. УАЗик. Как мне сказали, здесь еще не доработана вот эта панель, то есть это, в принципе, такая, грубо говоря, наметка, примерка. Здесь будут колонки установлены, и все это как-то будет более надежно закреплено и доведено до ума. Коробка только механическая, здесь у нас какие-то переключения по полному приводу присутствуют, узнаваемые все вот эти вот российские наши знакомые, любимые кнопочки. Спидометр перенесен в центр. Хотя я не помню, как он находится у оригинальной буханки. Поправьте меня в комментариях, где он находится. Но здесь это вот мини-купер стайл. По центру огромная приборка. Вернее, нет, приборка маленькая, места просто вокруг много. Стеклоподъемники поставили электрические, но они сейчас почему-то, наверное, аккумулятор не стоит. Вот это у нас включается освещение. Но тут, в принципе, такая узнаваемая буханка. Мультимедиа здесь будет. Ну, да. Однодиновая будет, по всей видимости, магнитола. В остальном, что могу сказать? Места здесь много, но сижу я весьма тесно. Но, друзья, это же буханка. А ее любят не за то, что здесь будет комфорт, от которого там от Mercedes Sprinter или еще чего-то. Это буханка, это классика, это автомобиль, который не меняется годами, остается узнаваем, любим, вот этот внешний олдскульный стиль. И то есть я засажусь сюда, и у меня в любом случае определенный кайф. Плюс это достаточно внедорожная машина, и она доработана под эти цели. Хотя вот, допустим, смотрите, кнопочка SOS стоит, то есть все современно. Перевернулись вы где-то на буханке в глухом лесу, и кнопочку SOS нажали, и, наверное, если вы в Германии, к вам кто-то приехал. А что тут у нас? А тут у нас капот, смотрите, прямо сразу с места, как удобно, в буханке все реализовано. Когда еще все это придумали и продумали? Сломалось что-то, не надо выходить под дождь, на улицу, никуда не надо. Прямо вот так вот крышечку себе поднял. Здрасте, что там у нас? Ноутбук включен в USB, Type-C, все подключили. Вот здесь у вас рядом сидит штурман. От электрооборудования, солнечной батареи все установлено, связь не пропадает. А вы ремонтируете, пожалуйста, здесь в чистоте. Все, закончили свой ремонт, закрыли. Сразу сходу ключик повернули, поехали дальше. Красота! Двигатель, кстати, вижу здесь родной, ЗМЗ стоит у нас здесь. Но, как я уже ранее сказал, его адаптировали в Чехии, его перерабатывали, и он соответствует стандарту Евро-6, то есть всем европейским экологическим нормам. Вы можете спокойно ставить его на учет в любой европейской стране и ездить на нем, ничего не нарушая. То есть это такой прямо симбиоз каких-то современных европейских требований и того, что делается в каких-то венах, компактных автодомах, с родной вот этой кондовой, брутальной буханкой. Огромная надпись на двери Made in Russia. И вот видите, здесь тоже на русском написано Reef. Установлен шноркель, который позволяет нам на 80 сантиметров в воду заехать на всей вот этой истории.
А если поедем дальше, возможно, нам понадобится та самая кнопочка SOS, я не знаю. Но главное, что она есть. Светодиодная лента у нас есть снаружи, для маркизы, которой нет, но так или иначе, вот подсветка у входа у вас будет. И на этой крыше, напоминаю, сверху каким-то образом установили солнечные батареи, то есть есть автономность у этой машины, как минимум по электричеству. Итог. Буханку мы сегодня с вами посмотрели в Германии. Лучше всего описывает этот проект сайт компании, сайт проекта. На номере написано madeinrussia.deutschland. Вот это самое лучшее, наверное, описание, то, которое может как-то совмещает в себе вот всю суть этого проекта. Какие-то модернизированные классные вещи, напоминаю, здесь поставленные. Солнечные батареи, электрификация, кухня, пытаются как-то это все внедрить. Кстати, сделали очень крутую шумоизоляцию, то есть машину полностью разбирали и все утеплили, шумоизолировали. Также поставили новые бампера, вот эта подвеска полностью переработана, пневматически каждое колесо работает на пневмоподвеске, сверху это подъемная крыша с солнечными батареями. Вот такой проект здесь, в Германии, в принципе, сделанный для Европы, Евро-6 стандарты двигателя. Здесь любят, немцы ездят, покупают Нивы достаточно давно, и вот, видите, буханка тоже, есть какая-то отдельно в Европе ностальгия и вот романтика по таким машинам. Пишите в комментариях ваше мнение, ваши ощущения от этого проекта. Напоминаю, стоит вот эта комплектация 40 000 евро, стартует от 20, и в принципе она встает здесь в конкуренцию той же Adria Active, например, и подобным проектам, которые, конечно, для других людей совершенно, потому что это комфортабельные машины, но Adria Active стоит там в районе от 80 000 евро и вверх эта цена улетает, то есть там к 100 подбирается в России. А здесь вот, от 20. Конечно, это буханка. Конечно, вряд ли это может конкурировать. Давайте обсудим в комментариях. Напоминаю, мы в Дюссельдорф, караван-салон Дюссельдорф, Германия. Меня зовут Антон, канал «Яхты на колесах». Не пропускайте финальную заставку, там ссылки на интересные ролики по теме. До новых встреч, пока!